Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, кому не может помочь даже самый сильный экстрасенс. Есть ли такие люди и что делать в этом случае? Очень интересная тема. На самом деле, сейчас такое время, что экстрасенсов стало очень много. Тема популярная, раскрученная. И у любого человека, который критически мыслит, у него складывается впечатление, что это ну, какие-то мошенники, аферисты, которые со всех экранов кричат о том, что мы вылечим любую болезнь, мы приворожим вам любого мужчину и поможем достичь результата такого, как вы хотите в своей жизни. На самом деле это не так. Экстрасенс он, как и врач, что-то может, а что-то не может. Он также должен получать образование, учиться, развивать свои способности и трезво анализировать, может он помочь в данном конкретном случае человеку или не может. И какие силы ему необходимо привлечь для того, чтобы достичь этого результата. Так, например, любой целитель перед тем, как начать работать с пациентом, проводит диагностику для того, чтобы оценить состояние здоровья человека. Насколько есть шансы ему помочь, вообще спасти. Ну, в первую очередь, что мы оцениваем? Этот человек будет жить или не будет жить? Это видно в ауре человека. Если у него аура светится, если у него есть запас жизненных сил, ему как-то еще можно помочь. Если аура уже потухла, человеку осталось недолго и нет смысла вмешиваться. Здесь уже невозможно ничем помочь. Точно так же и в любом другом деле. Вот вы приходите с вопросом об отношениях, по бизнесу, по переезду, по привлечению любви, любой вопрос. Экстрасенс, ясновидящий, целитель в первую очередь должен оценить состояние человека и задать вопрос высшим силам, космосу. Нужно мне с ним работать? Могу я взяться за него или не могу? Получится здесь то, что он просит, или не получится? И настоящий экстрасенс, он может честно человеку сказать: знаете, вот в этом случае я не возьмусь. Это, допустим, у меня не получается, или у меня не хватает квалификации для этого, или же я вижу, что так не получится, как вы хотите, я не буду с вами работать. Это будет честно, и это никак не оскорбит его, скажем, если это профессионал. Давайте поговорим о том, все-таки кому не может помочь экстрасенс. Вот я себе сделал пометки. В первую очередь, нельзя помочь тому человеку, который не просит об этом помощи, который не обращается к вам. Исключением является человек, находящийся в коме. Если человек находится в бессознательном состоянии, он ничего не понимает, он не разговаривает, он не приходит в себя, тогда экстрасенсы применяют следующую технику. Нужно выйти на контакт с душой этого человека и спросить у его высшего «я». Скажи, пожалуйста, готов ли ты принять от меня помощь, энергию, которую я буду тебе посылать, для твоего исцеления, для твоего счастья, здоровья, что вы хотите сделать. Конечно, если человек в коме, то это прежде всего исцеление. Потому что когда человек находится на грани жизни и смерти, его душа как бы взвешивает, есть смысл оставаться в этой жизни или нету смысла. И если душа метается, мы ничего не можем делать. Мы ждем, пока она примет решение. Если же все-таки душа принимает решение жить, тогда можно начинать помогать человеку, воздействовать на его органы, на его физическое, энергетическое тело. Нужно укреплять контакт души с телом. Это такая нить серебряная. Вот ее нужно закрепить, напитать ее хорошо энергией. Да? И человек вернется, придет в себя. Если же душа приняла решение
уходить. Здесь ни в коем случае перебивать смерть нельзя. Мы не должны вмешиваться, мы не должны как-то на человека воздействовать. Иначе это будет очень сильно кармически наказуемо для целителя, ну и для тех, кто рядом с этим человеком. Дети, когда просят родители, ну вот тоже, например, часто такое бывает, что неправильно воспитанные дети или же какие-то неудавшиеся, будем говорить, дети, да, отворачиваются от своих стариков. Не хотят общаться, не хотят помогать, не хотят обеспечивать, хотя должны это делать. И в таком случае вот как быть? Вмешиваться или не вмешиваться? Все очень индивидуально. Здесь нужно посмотреть, сама мама или сам папа как себя вели. Может быть, они причинили какой-то вред этому ребенку. Может быть, они были неправы с ним. Если это так, раскаиваются ли они в этом? Осознают ли они свои ошибки? Если же да, то тогда можно попробовать взывать к душе этого человека. То есть здесь жестких программ мы не ставим. Мы напитываем любовью этого человека и поворачиваем лицом к его родителям. Опять-таки, в зависимости от того, насколько обижен сын или дочь, если сильная обида, то, конечно, это может помочь не сразу. Возможно, нужно будет подождать и долго ждать. Но результат обязательно будет. Если же все-таки где-то в глубине своей души человек хотел бы общаться, то он достаточно быстро откликнется и вернется к контакту со своими родителями. Точно так же и родители, которые отвернулись от детей. Можно взывать, что называется, к совести человека, к его сердцу, к его душе, напитывать его любовью, и он обязательно вернется и будет помогать, будет общаться. Дальше. Нас не просят, но мы должны помогать и можем помогать животным. Животное языка не имеет, поэтому не может попросить, чтобы мы начали с ним работать. Но все же животные очень хорошо откликаются на поток энергии. Да, когда ты даешь энергию, животное ее сразу принимает, причем воздействовать на животное гораздо проще и приятнее, нежели воздействовать на взрослого человека. На это нужно очень мало времени, то есть животные быстро напитываются этой энергией, потому что она очень высокочастотна для них. Они ее быстро получают, так же как дети. Вот. Если мы говорим про целительство, про оздоровительное воздействие, то что дети, где-то до 10 лет, что животные, они очень быстро напитываются энергией, с ними долго не приходится работать, и результат наступает очень быстро. Невозможно помочь человеку, который агрессивно настроен на работу экстрасенса. Вот такое бывает. Человек приходит, но он, знаете, приходит не для того, чтобы ему помогли, а для того, чтобы убедиться, что вот, никто мне не поможет, ничто мне не поможет. Вы все аферисты, вы все там слабые для меня, да, для моей проблемы, у вас не получится. И вот человек пришел с таким настроением. Он закрывает свое энергетическое поле. Он как бы выстраивает стену между собой и тем мастером, к которому он пришел. Конечно, вот разрушить эту стену, которая появилась на тонком плане между пациентом и целителем, будет очень сложно. И, в общем-то, этого делать не нужно. Такому человеку не нужно помогать. Он никогда не будет благодарен, он никогда не услышит вас, он не будет слушать ваши рекомендации, и результата не будет. Также есть люди, которые являются большими скептиками. Это тоже очень большой вред для работы экстрасенса. То есть одно дело, когда человек приходит, он скептически настроен, но он все же доверяет. То есть он честно задает вопрос, дает вам возможность
просмотреть ситуацию, выслушивает вас. И вы уже как специалист, если вы специалист, если вы действительно видите, даете ему факты. Он убеждается и открывается еще больше. Но есть ведь те люди, которые ни во что не верят. Ни в Бога, ни в черта, ни в... Ну, вот как бы такие люди очень-очень неразвитые. Они только в самом первом классе, будем говорить. И им кажется, что весь мир, он материален. То, чего нет, то, чего мы не видим глазами, того нет на самом деле. Ну, таким людям по их уровню сознания им не нужно обращаться к таким мастерам. Им нужно обращаться, вот они считают, что мир это материальный, только материальный. Вот им, значит, и нужно обращаться к врачам, к хирургам. Им не интересует их психология, их не интересует какая-то духовность. Да? Им нужно, если он заболел, отрезать этот орган. Для него это правильно, для его уровня осознанности. Для него другого не существует. У него не получится осознать причину своей проблемы и выздороветь, потому что для него мир другой. Точно так же там в отношениях. Значит, женился, плохо живут. Выход только один – овдоветь или развестись. Поэтому или ждет, пока овдовеет, или разводится. А человек, который прожил, скажем, больше жизни, он больше ситуаций пережил, он более развитый, это не хорошо, не плохо, просто он дольше живет, больше жизней прожил. Он понимает, что можно работать над собой, можно развиваться и как-то решить этот вопрос, не меняючи партнера. Поэтому экстрасенсы, магии, ясновидящие, они нужны тем, кто вышли, скажем, за пределы понимания этого мира, как только лишь мира материального и твердого. Вот те, кто уже осознают, что есть душа, есть что-то более тонкоматериальное, те могут работать с экстрасенсом, и экстрасенс может работать с такими людьми, и обязательно будет результат и будет успех. Потому что если к тебе открыт человек, тогда работа с ним получается на ура. Задавайте свои вопросы в комментарии под этим видео и увидимся с вами обязательно еще. Всех вам благ.